Первое, что мы видим, на стенах монастыря рисунок члена. Торжку повезло, потому что жизнь и прогресс мимо Торжка пронеслись на Сапсане. Памятник регионального значения. Все засрали объявлениями. У нас остался один в стране НИИ куратологии. Скоро его закроют и сделают там ресторан. О, какой потрясающий павильон. Раздолбанные дороги, все разбито. Бесконечно нищий город. Как можно догадаться из этого баннера, мы в Торжке. И для кого-то Торжок – любимый город. Сейчас я попытаюсь понять, за что можно любить Торжок. Торжок, как и практически любой населенный пункт Тверской области, бесконечно нищий город с разваленными зданиями, весь там в рекламе, без дорог. Все очень грустно. Я реально только что другу спас жизнь. Ты мог туда упасть, да? Ты идешь такой синенький. Ну а каким еще быть в Торжке? Такой синенький идешь? Чувак, это не смешно, тут реально можем умереть. Это не смешно, да. Значит, такие вот отсюда потрясающие просто виды открываются. Обратите, кстати, внимание, как круто, когда вот такой естественный берег, он не обрамлен в какую-то гранитную набережную бедонную. Это такой шикарный вид, который, я думаю, за 1000 лет мало вообще поменялся. Не за 1000, за 100 лет мало вообще поменялся. Раздолбанные дороги, все разбито. Меня, кстати, все время удивляло, как такая красота может прозябать в такой разрухе. В Торжке самое главное — это смотреть под ноги. Потому что если под ноги не смотреть, можно остаться без ног. Время здесь остановилось. Торжок. Город, в котором остановилось время. Ну вот смотрите, друзья, дороги внезапно заканчиваются, начинается вот такая вот грунтовочка. Здесь потрясающей красоты, здесь храмы. С одной стороны, конечно, вот мы сейчас идем и смотрим на всю эту вот разруху, на то, что какие-то вот удивительные вообще здания, памятники архитектуры, истории, они находятся в таком удручающем состоянии, все разрушается. Но с другой стороны, представь, что если бы сюда в нулевые там или даже вот в 10-е годы пришло бы бабло, они бы же реально бы все перестроили, застроили какими-нибудь торговыми комплексами, многоэтажками. Они бы снесли нахрен вообще, ничего бы здесь не осталось, кроме там нескольких домиков. А сейчас мы видим такие вот виды, которые за 100 лет вообще не поменялись. Нет, ну где Торжок, где в какой-то момент жизни забыли про Торжок. И ему повезло. Да, ему и он повезло. выжил. Мимо него прошли просто Торжок Сапсаны. под лавку закатился. И сейчас вот этот город абсолютно точная копия города 19 века. И идешь, когда по дороге такой реальной грунтовки, представляешь, что сейчас из-за поворота выйдет ямщик. Спросит с тебя за вчерашний. Торжку повезло, потому что жизнь и прогресс мимо Торжка пронеслись на Сапсане. Ну, то есть, когда-то здесь была булыжная мостовая. Посмотри наверх, это просто Нет, конечно же, это... каменный дом. Да, Купеческий. Ты представляешь, какой купец зажиточный, да. с видом на реку Тверцу. Выходил на узенький маленький балкончик Да, в халате. в халате. С драконами китайском, который выменял на бочку с соболями. Ну, здесь уже вот начинается строительство всякого говна. Вот это вот такая главная опасность подобных городов. То, что здесь никто не следит за тем, что строится, как строится. И когда кто-то себе непонятным образом покупает вот участок, и он начинает лепить какое-то совершенно неуместное барахло. Естественно, портится панорама города, обесцениваются вот эти вот шикарные виды. Но об этом, конечно, никто не думает, особенно здесь. Я думаю, здесь такие вопросы очень просто решаются в этих таких нищих городах. Вот так вот они и уничтожаются окончательно. Именно поэтому я часто говорю, что города, которым не повезло с деньгами, они зачастую выглядят гораздо лучше, чем города богатые. Потому что они смогли сохраниться хоть как-то.
с одной стороны, грустно, что он в таком состоянии. С другой стороны, сейчас ты можешь прочувствовать, что в оригинальном виде. То есть здесь не заменили окна, здесь еще старая дверь, вот это, видишь, вот это деревянная. То есть это здание не изуродовали. Вот в этом плане, конечно, вот иногда смотришь и говоришь, хорошо, что вот не было денег, они его ничего не угробили. Я прямо вижу, как какой, знаешь, Михельсон открыл здесь часовую мастерскую в Пятигорске. Потрясающее здание, мы сейчас его еще чуть посмотрим. Он находится в ужасном состоянии. Каким-то чудом сохранились эти вот окна шикарные, а внутри вот продают шмотки. Какой-то рынок. Слушай, здание просто с сумасшедшим потенциалом. Знаменитая кофейня Гукасова, которые поставляли шоколадную продукцию ко двору императоров. Долго спорили, ставить это здание или нет, но сделали его максимально облегченным, потому что нарзаны, там везде биветы, питьевые галереи, боялись, что исчезнет. Но сделали облегченным, не исчезли. Теперь исчезают. Есть необлегченные конструкции. Слушай, ну очень крутой интерьер, жалко, что все запущено. Кто ворует камень и зачем? Воруют камень администрации, скорее всего, под видом благоустройства, потому что сначала приезжают бодрые ребята, саховцы какие-нибудь, выкорчевывают его, ставят бетонные бордюры, все уродуют и уезжают. Люди возмущаются этим где-то с года 2007-го. О каком камне идет речь? О машукском известковом травертине. Вот это настоящий камень, вот такой вот пористый, это настоящий камень. Больше... Я так понимаю, в советское время все было, им Его закончили разработки в начале 2000-х, потому что от того, что его добывают, исчезает нарзан. Это памятник природы, с другой стороны его это каменоломня была. С самых первых построений, поселений, постройки здесь делались из него. Вон, институт курортологии, колонны, основа, все фундаменты, он очень прочный. Он очень белый, он очень специфический. У нас все города были сделаны своим камнем. То есть у нас Машукский, в Ессентуках там свой известняк, в Кисловодске доломит. То есть они прям на старых черных-белых фотках видно. Не надо там ни Машука, никакой горы. Просто понятно, что ты в Пятигорске, потому что был везде Машукский камень. И он исчезает, его заменяют плиткой. И вот то, что вот новое они кладут, они впаривают, что это он. А с этим зданием что с этой кофейней несчастной? Скорее всего, оно, как и большинство зданий, в собственности. И, как правило, хозяин у нас таких зданий, господин Абрамов, хозяин директор рынка Лира. То есть очень вкусовой мужчина, там очень изящный рынок, красивый, на несколько полей. Грустно. Вот мне надо за кофейню. Ну, очень жалко. Здание шикарное. Ну, просто памятник модерна. Внизу какой-то шубный магазин. Шубный. Ну, то есть тут такой климат такой. У нас остался один в стране НИИ курортологии. Скоро его закроют и сделают там ресторан. Вот он, Борисоглебский монастырь. Так, ну что, естественно, первое, что мы видим на стенах монастыря, рисунок члена. Конечно, у меня такое чувство, что монастырского хлеба мы здесь не поедим. Ну, есть такая дорога вдоль разрушенных стен. Кирилл и Олеся зато нашли свое счастье под этой стеной. Не, вот с этой, видишь, они что-то пытаются там подшаманить. Вот тоже, видишь, вот они здесь, у них была старая стена. Смотри, была старая стена. Они просто пригласили каких-то, я не знаю, гастарбайтеров, купили просто самый дешевый этот кирпич и начали строить новую стену. И появится какое-то просто невероятное убожество. Глядишь, вот они краску удачно подобрали. Такую. Я представляю, они так приходят к какому-нибудь в отдел ЖКХ в Торжке, где сидит такой завхоз, как паук. И они ему говорят: слушайте, нам для монастыря краска нужна, покрасить крышу. То есть в какой цвет? Я говорю, да все равно в какой не жалко. И он отдает такой вот, который не жалко. И они берут и красят вообще бездумно. Ну вот так вот получилась такая крыша. Вот в этом опасность, когда люди, кто не понимает в этом, не разбирается, начинают заниматься вот реставрацией и восстановлением. То есть в данном случае, я так понимаю, это какие-то местные работники. Максим, как можно вот такой цвет вообще подобрать? Каким-то листом непонятным, металлическим. То есть здесь же явно была какая-то такая деревянная эта крыша. Колокольня не работает. Ремонт. Да. Колокольня, ты вообще видел эти двери? Да. Но они сейчас все заменят на стеклопакет. Тут же видно, они вот все, что они сделали, они меняют на стеклопакеты, ставят дешевый этот металлический лист, какую-то краску. Вот это все так красит.
все заброшено, видишь, вообще никому ничего не надо. Вот если бы попы не пытались воткнуть в каждом дворе по новому храму, а занялись бы восстановлением вот всего этого, всей этой красоты, то было бы просто замечательно. О, какой потрясающий павильон! Что это такое? Это Лермонтовская галерея, которую привезли с выставки. Здесь сперли витражные стекла еще в конце 90-х, начале 2000-х. Ага, то есть... Поставили оргстекло. Спасибо, что не реставрируют. Как они это делают? Спасибо, что не делают никак. Раньше везде был машукский камень, теперь все заменили. В общем, невероятная красота, и вот хорошо, что ее действительно еще не отреставрировали. Поэтому этот павильон выглядит просто волшебно. Парк Цветник. Этот парк считается хорошим, потому что он после реконструкции, да? Это единственное, что в нем хорошее. Слово реконструкция, больше ничего. Вот Машукский, вот он. Мне кажется, нет. Но вот это, я знаю, вот это точно бетон. Это бетон. Скажите, пожалуйста, вам нравится парк? Как реконструировали? Парк очень нравится. Так. И здесь отдыхающие. А вы откуда? А конкретно? Так. И метеориты. Во. И видно, у вас крепкий характер такой. Конечно. Так, парк красивый. Парк красивый. Какие-нибудь жалобы есть? Цветы хорошие. Нет, жалоб. Жалоб нет. Хорошо. Приятного вам отдыха. Удобная лавка? Что, а зачем их такие сделали? Ну, даже Я не бред знаю. вообще. Удобная лавочка? Лавочка удобная? Да, нормально. Да, во. Извините, а вам лавочка удобна? Да. Максим, все говорят, что лавочка удобная. Илья, привет. А можно с тобой сфотографироваться? Да, привет. Давай. Так, ну, Спасибо. ты должен сказать, удобна ли этой лавочке или нет. Я на них не сидел. Давай на самом сядь. деле. Сядь. Очень удобно. Удобные? Ваше мнение? Хорошая лавочка? Очень хороший. Вообще отличный парк. Вот. Хорошо сделали. Нет, мы про лавочки. Спасибо им. А лавочки Ну, смотри, отличные. ты выгнал. Все, так, давайте, надо протестировать. А вы сидели на этой лавочке или вам просто кажется, что нет? Да. Просто мне кажется, она неудобная. А я вам говорю, что очень Не, удобно. Она как раз принимает. Тест-драйв лавочки. Да, ну-ка давайте, подождите. Вот смотрите, как она принимает, вот кругленькая, Так. не давит. Ага. Вот это вот, когда сядешь, Облокотитесь на спинку. прекрасно. И вот вы сейчас себя комфортно, вот честно, вот прямо вот Да, комфортно да, чувствуете? я уже сидела здесь. Так, ты. Мне это понравилось. Мне нравится лавочка. Во, смотрите. Вообще как-то неудобно. Хочется по-нормальному облокотиться, а она как в две точки дает только. Сыночек, ты обманываешь. Не, вы такой Здесь. позитивный человек, что мне кажется, вам вообще все нравится. Нет, ну что здесь было? Да, И что стало, вы понимаете, что, конечно, Да. мне нравится. Тут вообще был на колхоз. лавочку можно. Вот, хорошо, спасибо, все, удачи. Все, спасибо. 1880 год. Ну, зачем-то опять взяли красивое здание, все засрали объявлениями. Памятник регионального значения. Это что такое? Вообще. Это старый город, улица Красноармейская. Вон, видишь, переделывают, разрушают. А здесь, видимо, денег нет, поэтому еще есть возможность полюбоваться красотой. Вот сделали пристройку, но она хотя бы не похабная. Крышу здесь тоже поменяли, вот железки ставят, они нагревают. Слушай, ну вообще шикарное здание. Жилой дом, смотри, видишь? То есть вдруг кто-то думал, что это монастырь или не жилой. Слушай, посмотри, кому-то как повезло, вот такой роскошный дуб у них на участке растет. То есть ты живешь, и у тебя дом под дубом. Просто все разваливается и умирает. Да. Торжовцы ждут, когда город умрет, чтобы они смогли уехать отсюда. Хотя, казалось бы, здесь должно быть куча туристов. Ну, то есть это город, который расположен между Петербургом и Москвой. Сюда здесь просто такое место, где должны китайцы ходить толпами, какие-то гостиницы быть, ресторанчики, еще чего-то. А здесь только вот разбитые дороги и заброшенные шикарные монастыри, усадьбы. Вообще никому ничего не нужно. Если бы вот мы сейчас были где-нибудь, не знаю, там в Австрии, в Голландии, тут был просто бы сказочный городок. Тут каждый дом был бы выделан. Ты правильно сказал, в Голландии там или в Германии, Да. городок вообще бы убили бы. Его бы не дали, тут вообще даже кондиционер на фасад повесили. Конечно, какой, конечно. Слушай, тут бы все было просто вылизано, сюда бы ездили туристы. Ты понимаешь, какое количество вот этих вот городов на промежутке между Петербургом, Вышний Волочек, Торжок,
Есть куча там этих там более мелких. Вот здесь вот везде бы, то есть ездить там на машинах, останавливаться, здесь кафе, здесь переночевал. Вот, ну тут, конечно. Новоторжокский Кремль, Да. колоритная обстановка. Слушай, с точки зрения вообще коммерции столько всего можно было бы сделать.